Светлана, а скажите, как зовут вашего ребенка? Степан, А Степан в каком сроке родился? 29-30 недель. Кило 380, 49 сантиметров. Ну, у меня была отслойка плаценты. Ну, экстренное было это, кесарево сечение. Ну, как бы недоношенными родились. Вот так вот. Он один лежал в роддоме, там был как бы в реанимации. Потом нас перевели в другую больницу. Он там неделю пролежал, нашли вот то, что у нас как бы там специалисты его проверили, то, что нашли, что у него сердце как бы вот, ну, типа проток не закрыт у него, то есть надо самим закрывать, ну как бы надо операцию делать. Потом нас перевели в другую больницу, этот педиатрия даже центр называется, там ему сделали операцию, он 3 дня там находился, и его перевезли уже в Солнцево, неврологический центр. И там мы уже с ним, он там один пролежал, может, недели 2, а потом я с ним месяц и 1 неделю. Ну, наблюдаюсь в основном офтальмолога, невролога. Ну, и педиатр к нам приходил, вот. И я ходила к ним на прием, и все. Больше как бы никаких вот специальных лечений мы никуда не делали. А диагноз вам кто поставил? Нам поставил невролог. Я поехала там, ездили с глазами, и там решили пройти невролога. Он говорит: мамочка, что вы сидели столько времени, вам уже типа было 1 год и 7 нам поставили левосторонний гемопарез, ДЦП, то есть вот. А в нашей поликлинике мне все говорили, как бы вот, ну пойдет, вы понимаете, вы же недоношенные, ждите, когда придет время, вот 1,5 пойдете, они к 2 могут пойти, как бы они не ставили. А потом, когда я приехала туда, мне сказали: мамочка, как вы так вот не видели, уже 1 год и 7, а вы... То есть вам в 1 год и 7 поставили Да, ДЦП? да, а ДЦП. до этого не ставили? Нет, Говорят, само нет. все пройдет, Да, ребенок да, не растет. то есть, ну нет, типа, говорит, массажи поделайте, как бы, и все, как бы. Какую форму ДЦП поставили Степану? А я вот не знаю, как форма, она как левосторонний гемопарез ему поставили. То есть, ну это одна из Ну, форм. получается, у вас один диагноз, больше Да, другого у не нас как ставили. написано ДЦП, левосторонний гемопарез. То есть у него получается левая сторона. Правая нормально все, а левая, то есть она немножко отстает. Светлана, мама Степана, обратилась ко мне 8 месяцев назад. У Степана диагностировали левосторонний гемопарез. На момент обращения Светланы ко мне левая рука ребенка была прижата к груди и не двигалась. Левая нога также не двигалась. При опоре на ноги ребенок стоял на носочках. Поставить его на полную стопу не представлялось возможным из-за сопротивления проблемных мышц. При этом ребенок испытывал сильную боль. Мальчик не стоял без опоры, не мог ходить без поддержки. У него проблема в том, что он не мог отпустить, руку. Он давно за ручку хоть за 2 ходил, как бы держал его. И вот чтобы сам пойти, у него просто вот какой-то вот ступор всегда был. При осмотре ребенка я обнаружил отеки в мышцах спины, шеи, грудной мышцы и мышц плеча, что не позволяло ему разогнуть руку и опустить ее вниз. На носочках ребенок стоял потому, что отекли мышцы живота, грушевидные мышцы, икроножные мышцы и мышцы стопы. Ребенок принимал эту позу вынужденно, пытаясь избежать боли, которая возникает при растягивании отечных мышц. Мы ездили в городскую, 18-ю больницу неврологическую, и нам там поставили ДЦП, то есть тоже, как бы официально все. Вы поставили диагноз ДЦП, вы стали искать другие Да, методы я начала лечения. искать методы, как бы мне сказали, что можно и у них пройти в клинике, как бы платные тоже, как бы все, это я говорю, я подумаю, как бы тоже сказали, там оформляйте инвалидность, тогда вам, будете квоту выбивать, чтобы вас поставили на очередь, и когда там придет очередь ваша, тогда и можно приехать в центр, на реабилитацию. Как вы нашли Николая Борисовича? Ой, я в интернете читала ночью, сидела, там все искала, и вот я забила там, ДЦП, там все вот это такие вот, как, что, почем, и мне выпало видео про Богдана, вот, и я как бы вот посмотрела, как бы, и позвонила. Метод эмендического воздействия заключается в растягивании отечных мышц, их фиксации в нужном положении и выдавливании отека. Отек в клетках проблемных мышц детей с гемопарезом – это не жидкость. Он образовался из-за скопления белковых соединений на 6-й неделе внутриутробного развития эмбриона, а не во время и не после родов. В результате эмендического воздействия отек исчезает. Происходит восстановление функции мышц. Мышца свободно сокращается и растягивается.
ребенок, вот он мягче стал, что-то О, ну перемены. конечно. Мне кажется, он какой-то пластичный. Мне кажется, он такой То иногда... есть он был как деревянный, а сейчас стал Да, пластичный. нет, ну сейчас мне кажется, он такое делает, что я даже не сделал. Я регулярно в течение 8 месяцев проводил эмендические процедуры со Степаном. С первых же дней начались улучшения в состоянии ребенка. Через 3 месяца Степан уже мог сделать несколько шагов без поддержки. 5 месяцев регулярных процедур, и Степан смог опустить руки, стал ходить увереннее. На данный момент Степан ходит как обычный здоровый ребенок. С помощью своего метода я восстановил еще одного ребенка с диагнозом гемипарез.